Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Эти гляделки и смущенный Тэхён. Девятое место. То, как Чонгук замер после прикосновения Тэхёна. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в Telegram, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Тапочки, в которых был Тэхён на фотографии Вуги, это те же самые тапочки, которые Чонгук пытался надеть под столом, но Тэхён поймал его, и Чонгук сказал: «Только один? Дай мне только один». Просто посмотрите на это. Все нежные взгляды только для Тэхёна. Седьмое место. Другие участники меняют свои позы для второго кадра, но Чонгук и Тэхён постоянно держатся вместе. Шестое место. Поведение пары. То, как Чонгук дуется, потому что Тэхён не взял его за руку, и когда Тэхён подошел, чтобы взять его за руку, он убрал руку, и все это Тэхён знает, он знает, что его малыш дуется и смеется над ним. Чонгуку так нравится надевать на голову Тэхёну ободочки, просто не может удержаться от такой красоты своего парня. Пятое место. Вокруг вас на концерте тысячи людей, ребят, и миллионы еще наблюдают в записи. Вам нормально вообще? Что вы с нами делаете?
4 место. Забота. Сразу на разборки побежал. Третье место. Новости. Тэхён снова заходил во вчерашний чат армии. Ого! Здесь стало так много людей. Я не могу прочитать все сообщения. Привет. Как дела? У меня все в порядке. Вы уже придумали план, чем займетесь, когда придете сюда, не так ли? Мне кажется, тут слишком много сообщений. Берегите себя, мне пора идти тренироваться. Я загляну к вам еще раз. Пока-пока. А затем Тэхён покинул чат. Тэхён слишком буквально воспринял фразу «смотри только на меня». По сообщению прокуратуры Сеула, Юнги было предъявлено официальное обвинение в нарушении правил дорожного движения в упрощенном порядке, то есть судебного разбирательства не было и не будет. Юнги назначили штраф, сумма штрафа не разглашается. Это значит, что Юнги выплатит штраф за правонарушение и дело будет закрыто. В упрощенном порядке означает, что дело не является серьезным. Обычно применяется эта практика для мелких, незначительных правонарушений. Как сообщил Ньюсис, второй уголовный отдел прокуратуры Западного округа Сеула, главный прокурор Чу Хе Юн, предъявил Шуге обвинение в порядке упрощенного производства по обвинению в нарушении закона о дорожном движении, вождение в нетрезвом виде. Обвинение заявило: мы предъявили обвинительное заключение в соответствии со стандартами ведения дел. Однако конкретная сумма штрафа не была названа. Краткое обвинительное заключение – это процедура, при которой обвинение просит суд наложить штраф или административный штраф только посредством письменного слушания, а не передавать дело в формальное судебное разбирательство. Если стороны или суд не выразит намерение передать дело на формальное рассмотрение, приговор будет подтвержден. Никогда, но никогда не устану поражаться этой их разнице. Одна из привычек Чангука и Тэхёна – дуть губы. Тэхёну везет. Ему Чангук снова массаж делает. Да, сэр-капитан. На сегодня Тэхён имеет звание капрал, служит в команде специального назначения военной полиции Республики Корея, ДЭТ.
Это подразделение специальных сил с аналогичными обязанностями, как у специального оперативного отдела Национального агентства полиции. В качестве элитного подразделения военной полиции они специализируются на контртеррористических операциях. Знаменитости стараются держать дистанцию с фанатами в личное время. В то время этот гений. Новое фото Хосока от сослуживца, который в увольнении отправился в Сеульский лес и случайно наткнулся на место Хосока. Сослуживцы Намджуна делятся фото с посещения местного кафе в их военной части. Пространство украшено к дню рождения Намджуна, а посетители получают праздничные плюшки. Спасибо команде стилистов за этот сногсшибательный образ. Изумительное сходство. Минутка с подглядывающим Чангуком. Наш дорогой Хосок со своими сослуживцами. Как же вкусно нас кормят. Чангук злится вот так.
Тэхён тянет Чангука за руку и притягивает его ближе. Тот факт, что Тэхён лучше придавит себе руку, чем скажет Чангуку подвинуться. На выставке Чангука Golden The Moments установлен стенд для написания пожеланий, где было замечено трогательное сообщение от фанбоя. Чангук, Хён приехал из Сиджона, чтобы увидеть тебя. Сёджон – это город в Южной Корее, находящийся примерно в 109 километрах от Сеула. Чангук поцеловал свою руку, прежде чем взяться за руки. Чангук и Чупа-Чупс. Тот факт, что Тэхён жестом показал Чангуку направление, но Чангук протянул руку, поэтому Тэхён взял ее и вместо этого притянул Чангука к себе. Этот момент такой нежный. Глобальный союз армии, состоящий из 127 фанбаз в 58 странах, выпустил совместное заявление, в котором решительно отстаивает позицию BTS как группы из 7 человек и разоблачает действия фанатов других групп, выдающих себя за армию, чтобы попытаться развалить BTS. 9 числа Глобальный союз армии выпустил заявление в поддержку деятельности BTS в качестве группы из 7 человек на своем официальном канале. В заявлении содержится название 127 фан-баз в 58 странах мира, включая Корею, Гватемалу, Новую Зеландию, Бельгию, США, Италию и Японию, а также четкое заявление относительно претензий к действиям группы, возникших в связи с проблемой вокруг участника Юнги. В частности, признавая ошибку артиста и наказание за нее, они заявляют, что не требуют от участника брать на себя большую ответственность, чем того требует закон. Статья продолжает описывать то, что содержится в заявлении Глобального альянса армии, и завершается просьбой, с которой мы обратились к СМИ. Мы настоятельно призываем СМИ не доверять лицам с неподтвержденным представительством. Он такой милый. Высококачественный.
и весь мир для него замер. Фото Чангука и Тэхёна, которые не отпускают. Они такие сессии. Чангук становится первым кей-солистом и самым быстрым азиатским исполнителем в истории, который набрал 7 миллиардов просмотров на Spotify. Милые штучки Чангука. Вы не понимаете, я одержим. Прошло 8 лет с момента выхода «Стигма», написанного и исполненного Тэхёном. Каждая из сольных песен Тэхёна рассказывает свою историю, и «Стигма», возможно, самая душераздирающая из всех. Хотя сюжетная линия «Стигмы» вымышлена, ее грубые эмоции и тоска не могут быть более реальными. В новом интервью для журнала Вевас Тэхён рассказал о своих сольных песнях, в том числе о своей первой «Стигма». Тэхён участвовал в написании текста песни и припева. Тексты песен Тэхён выражают растущие боли молодости, а также чувство разочарования, которое испытывают многие молодые люди. «Я хотел изобразить кого-то молодого», — сказал он. «Все еще растешь, плачешь от боли. Это чувство желания метаться и сказать миру, что ты устал и сыт по горло. Когда я начал создавать «Стигма», я хотел, чтобы она была о такой боли, будто режут снова и снова. Я хотел, чтобы армии почувствовали мою боль, чтобы они увидели человека, которому больно, но он становится тем, кто наслаждается этой болью. Однако «Стигма» — это всего лишь первая глава в истории, и у этой истории счастливый конец». Тэхён сказал: «Молодой человек из «Стигмы» прошел через сингулярность и внутреннего ребенка и вырос. Мне плохо из-за него». Йентон достиг пика в 100% в мировых трендах Google в 4-й раз в этом году. Три года назад Чангук убрал руку за спину, чтобы у Тэхёна было больше места комфортно лечь.
«Кто этот парень?» Он звучит так властно. Пользователи сети реагируют на рэп-партию Намджуна в песне «Naива Play». Пользователи сети были впечатлены голосом Намджуна в новой песне «Naива Play». 6 сентября Меган Ти Сталлион выпустила клип на песню «Naива Play», записанную совместно с Намджуном. Поскольку клип был снят за 10 дней до его релиза, то Айдол не мог в нем появиться вживую, потому что в данный момент служит в армии, поэтому предстал в видео в виде аниме-персонажа. В клипе Намджун привязан к стулу наручниками, а изо рта у него торчит зубочистка. Айдол находится в окружении нескольких головорезов в масках-черепах. Свой рэп-куплет Намджун открыл словами «Как дела, жеребец?» и, освободившись от наручников, принялся крушить головорезов. В клипе Намджуна также сидит на водительском кресле и ведет машину в компании с Меган. Фанаты были ошеломлены увидеть Намджуна в таком необычном виде, в то время как пользователи сети, они же не фанаты, пришли в восторг от низкого и хриплого голоса Намджуна в песне. Прочитайте их комментарии ниже. Черт, Меган, что это за песня и кто этот парень, он звучит так властно. Все, что я могу сказать, это то, что я теперь понимаю армию и прошу прощения, что сомневался в вас. Я только что зашел на аккаунт Намджун в социальной сети, и черт возьми, как такой сексуальный низкий голос может принадлежать такому сладкому милашке. Ни с того ни с сего я стал одним из армии. Я не ожидал этого. Я, конечно, знал, что он азиат, но это лицо и этот голос сводят меня с ума. Участники BTS, я должен извиниться, я не был знаком с вашей игрой. Я все еще смеюсь с его реакцией на еду. Ему так идут джинсы. Я не могу дышать. Джин разбогател на 10 миллиардов вон за счет успешных инвестиций в недвижимость. Джин, участник популярной группы BTS, не только преуспел в музыкальной карьере, но и сделал удачные инвестиции в элитную недвижимость. После окончания службы в армии в июне этого года Джин активно участвует в различных проектах, и одновременно с его возвращением на сцену возросла и стоимость его имущества. В 2018 году Джин приобрел первую квартиру в элитном жилом комплексе Ханнам The Hill, расположенном в районе Ханнам, Сеул. Ханнам The Hill давно считается одним из самых престижных жилых комплексов Сеула. Его удачное расположение рядом с основными деловыми районами и удобная транспортная сеть делают его привлекательным для бизнес-элиты, политиков и звезд шоу-бизнеса. К тому же район Ханнам известен своим культурным богатством. Рядом расположены художественные галереи, театры и международные школы. С учетом роста цен на элитную недвижимость в Сеуле и ограничений на строительство новых жилых комплексов в этом районе, ожидается, что стоимость недвижимости в Ханнам The Hill будет только увеличиваться. Район также считается благоприятным с точки зрения фэн-шуй, что привлекает особое внимание покупателей, готовых заплатить за такое жилье больше. Таким образом, Джин не только развеял все сомнения относительно своих финансовых способностей, но и наглядно продемонстрировал успешные инвестиции в недвижимость. Второе место. Это так интимно. Что с вашими губами, парни? Вы целовались? Они не знают, что такое личное пространство.
Первое место. То, как Чангук реагирует на Тэхёна, держа руку на сердце. Потому что оно бьется как бешеное из-за Тэхёна. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,